Привет, друзья! Сегодня у нас понедельник, а это значит, что все капы сбросились, и можно снова убивать демонов в Санктуарии и получать за это большое количество наград. Я прошу прощения за мой сиплый голос. Всю прошлую неделю я был на речевом интенсиве и немного подсадил его. И потом еще подцепил небольшую простуду. Но давайте не об этом. Сегодня у нас понедельник, а это значит, что капы сбросились. И я расскажу вам сегодня о том, как за 8-10 минут закрыть кап по наградам в проклятой башне. Конечно, вы можете сказать мне, что сейчас есть функционал, и фамильяр может отправить в экспедицию туда и получить за свой забег за 6 часов 200 очков отряда. Но, ребят, я вам хочу сказать, что фамильяр туда бегает и получает только очки. Более того, на 6 часов вы его выводите из активности, а он может за это время отправиться на контракт теней, например, что гораздо более важно. Ну, на мой взгляд, конечно. Ну и мой способ закрытия этого капа подразумевает все-таки небольшую активность. Вам надо будет побегать немножко по башне. Там вы, конечно, будете убивать синих и желтых монстров, а с них выпадают контракты фамильяров, а также классное легендарное снаряжение. Ну, давайте посмотрим, как это происходит и как это делается. Для этого мы зайдем в игру и отправимся к проклятым башням. А можно даже и не отправляться, потому что если вы состоите в клане, я надеюсь, что вы состоите в клане. Если вы не состоите в клане, обязательно напишите об этом, потому что вы упускаете огромное количество активностей и бонусов в игре. Так вот, если вы состоите в клане, вы нажимаете на гамбургер. Еще раз, если вы не состоите в клане, обязательно вступите в клан. И в кнопке «В клан» у вас есть пункт проклятой башни. Нажимаем на кнопку «Карта боев», и мы видим все башни, которые находятся под контролем нашего клана. Справа мы видим характеристики этой башни и что она нам дает. Она нам дает бонус, а именно, конкретно эта башня дает активный эффект плюс 50 к боевому рейтингу в порталах дерзаний. Кстати, неплохо. Она нам дает 3 награды за неделю. Это ее недельный кап. И в этих наградах может быть остатки демона, снаряжение высокого качества, глифы, а также очищенные осколки. Ну и, конечно, она нам дает опыт за выполнение очищений этой башни, что тоже, конечно, немаловажно для того, чтобы повышать уровень нашего персонажа. Так вот, как получить все эти 3 сундука за 8-10 минут? Это очень просто. И, честно говоря, я этого раньше не знал. Раньше я бегал там, набирал максимальное количество осколков, которое, в принципе, ни на что не влияло, кроме, конечно же, того, что ты бегаешь и убиваешь огромное количество синих и желтых монстров, и у тебя все больше и больше падает контрактов. Можно с каждой башни забирать, например, по одному. А некоторые даже говорили, что по 2 контракта забирают, что в принципе классно. Но я честно скажу, что контракты фамильяров — это все такая второстепенная вещь и тема для отдельного ролика. Неважно. Нам нужно уложиться в 8-10 минут, чтобы забрать все эти 3 сундука. Раньше на это мне требовалось больше часа, и я ненавидел проклятые башни. Я не хотел в них ходить. Сейчас 8-10 минут, и кап по сундукам закрыт. Смотрите, мы входим в башню. Итак, мы вошли в башню, и первое, что мы делаем, это отвязываем своего фамильяра. Вот мы выбираем своего спутника и нажимаем кнопочку «Убрать». Для чего это нужно? Для того, что когда мы будем бегать, наши короткие забеги, он не собирал проклятые осколки. Более того, когда мы выйдем, дойдем до определенной отметки, важно, чтобы он не собрал то, что спрыгнет, кроме того, что у нас находится в сумке. И давайте посмотрим, как это выглядит. Мы отвязали нашего фамильяра, бежим очищать проклятые башни и собирать осколки. Ну, мы подбегаем к первому столбику. Здесь, ребят, на самом деле нужно сосредоточиться именно на синих монстриках, потому что именно с них будут выпадать различные
классные предметы. И еще здесь нужно сосредоточиться именно на вот этой вот графе количество убийств. Нам нужно дойти до 50 и выйти. Дальше уже нет смысла, потому что вы получите, в принципе, все, что вам нужно. И вы видите, что мы дошли до 56, но я видел синих ребят. Давайте я и этих тоже синих ребят убью, и этих синих ребят убью. В общем, мы дошли до 68, и мы выходим. Окей. И сразу же отходим к нашему колодцу, куда мы будем очищать осколки. Вы видите, что там выпали проклятые осколки. Мы их пока не собираем. Мы подходим к колодцу. И очищаем то, что у нас лежало в инвентаре. Сразу же собираем все очки активности отряда. И видите, справа у нас появляется, что сундук активного участника пополняется. У нас сейчас 362 из 500. Ну, когда мы соберем 500, мы, соответственно, получим сундук. Дальше бежим сюда, собираем эти осколочки, подбегаем. Та-да-дам, та-да-дам. И очищаем еще и эти осколочки. И собираем очки активного участника. Так, он что-то не может носить, ну давайте разберем. Так уж и быть. Разобрали, чтобы собрать вот это все барахло. Смотрите, ребят, мы очистили осколки 2 раза и получили очки активного участника 2 раза. Давайте посмотрим на клан. У нас не горит никакой красной точки. Нам, наверное, надо будет забежать еще раз. Вы видели, что я потратил на это 40 секунд на один забег. Ну, забегаем еще разок, чтобы быстренько очистить еще немножечко осколков. А именно убить нам, наша задача на самом деле убить 50 монстров и быстренько выбежать отсюда. Та-да-да-дам, 25. Ой, тестирую сейчас новый PvP билд и, честно говоря, еще на джойстике это делаю. В общем, если честно, мне вот так не нравится его медленная скорость, когда он стреляет пронзающими стрелами. Так, у нас уже... вот давайте желтенького убьем, может с него что-нибудь упадет. Да ничего с него не упало. Ну, выходим. У нас уже 66 убийств. Оп, вышли, и у нас, вы видели, выпали осколочки бонусные. Но мы сдаем то, что у нас было в инвентаре. Собираем все это барахлишко со всеми очками участника. И мы выполнили уже сундук. Видите, за 2 захода мы выполняем целый сундук. У нас там 542-500. Собираем вот это барахло и очищаем и его. И собираем все эти очки вклада. Они выпадают нам 2 раза. И все, мы можем забрать наш первый сундук. Та-дам! Действительно, можем забрать наш первый сундук. И в первом сундуке у нас редкий глиф. И, в общем-то, ничего интересного. К сожалению, останков демона тут нет. Ну, обычно они, как и легендарный глиф, который в качестве главного лута выпадает в легендарной башне, они находятся... Самый вообще сочный лут, он находится в последнем сундуке. В общем, ребят, за 2 забега мы делаем 1 сундук, и на 2 забега вы тратите 2-3 минуты, поэтому в 8-10 минут вы закрываете целую башню, при этом вы убиваете много синих и желтых монстров и собираете дополнительный лут с них. Я считаю, что это гораздо более эффективный способ закрытия капа по проклятым башням, чем использование для этого фамильяров, но вы можете поспорить со мной, и я буду рад ответить на ваши комментарии. А так, увидимся с вами в следующем видео.